Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. Начнем с новостей Армении. В Гюмри проходит акция радикального движения БЭВР около 102-й российской военной базы. Сейчас покажу на карте. Вот Гюмри, тут российская база. И вот протестующие армяне вышли с плакатами. Русские оккупанты недовольны действиями российских солдат. И вот что здесь пишут. В городе Гюмри проходит акция этого радикального демократического полюса, сторонники которого намерены окружить, блокировать 102-ю российскую военную базу в знак протеста против бездействия Российской Федерации в вопросе блокирования Лачинского коридора. В общем, армяне в отместку, что российские миротворцы здесь, которые находящиеся, и помогли разблокировать дорогу Ханкинди-Лачин. Теперь они решили заблокировать там полностью российских, как сказать, тоже миротворцев. Ну, правильно назвать просто российских солдат. Участники акции собрались у мемориала «Мать Родина» с требованием к России обеспечить открытие Лачинского коридора, который заблокировал, типа они считают, Азербайджан, якобы из экологических соображений. Мы здесь, чтобы предъявить российскому государству наше единое требование, чтобы РФ в лице своей армии выполнила свои обязательства. Мы требуем взаимного соблюдения обязательств сторон. Если мы, то есть Армения, оплачиваем, пребывая на своей территории российской военной базы этой, и терпим ущерб от пребывания в составе этого альянса, то взамен требуем действия по открытию Лачинского коридора. Если Россия не может, не хочет обеспечить разблокирование, то пусть скажет прямо, и мы определимся своими действиями. Там сказал один из этих членов Совета Ара Папян, видите, имя какое Ара у них. Так, он подчеркнул, что азербайджанцы не посмели бы ничего сделать без, как минимум, попустительства России. Так, затем началось шествие в сторону российской базы. И участники держат в руках плакаты «Россия враг». Там я вам покажу потом еще продолжение. «Россия враг для Армении», «Деоккупация», «Десоветизация», «Дерусификация», «Международных миротворцев в Карабах», «Нет русско-турецкой оккупации». Оккупируют армян, видите. Они скандируют «Открыть Лачинский коридор, Карабах – это Армения». Там полицейские начали уже задерживать. Произошла стычка между митингующими и полицейскими. Сейчас продолжение этого сериала. Вот они, видите, армяне идут к базе и пишут, что да, начался митинг, начали задержание. О, плакат красивый, на горшок такого союзника. Вот, видите. Армяне говорят, надо на горшок посадить Путина и его всю эту миротворческую миссию. Полиция в Гюмри перекрыла подходы к дислоцированной здесь 102-й военной базе России в Армении перед анонсированной антироссийской акцией, сообщают российские СМИ. Начаты задержания. Вот здесь покажу дальше продолжение. Отметим, что ранее член политического движения «Национального демократический полюс» Ваги Гаспарян сказал, что Армения может устроить блокаду 102-й военной базы РФ. Но они устроят, вот уже, там очень большое количество, там много собралось, больше 1000. Так, мы обратимся к нашему народу с призывом блокировать военную базу в Гюмри. Российская военная база будет окружена. Вот, видите, Гаспарян как агрессивно заявил, что все, российские базы будут окружены, и там они начнут умирать с голода, тоже 30 дней просидят голодными, мы их заблокируем. Вот здесь уже начали задерживать активистов, видите. В Армении тоже нет свободы слова, нет демократии. Люди выступают с протестами, их, видите, уже начали винтить. Вон, видите, забрали одного и тащат. А здесь уже плакаты «Россия оккупант». Так, да, в общем, Россия во всем виновата. Такая ситуация интересная в Гюмри. Так что вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.